Дорогие зрители, сегодня будем готовить очень вкусный, мягкий, нежный яблочный пирог. Пирог трехслойный выпекается одним коржом. Готовится он с доступных продуктов, а получается как торт, только без крема. Для теста нам понадобится 2 яйца и 3 желтка. Отделяем желтки от белков. Белки нам тоже понадобятся, поэтому вливаем их в посудину, в которой потом будем взбивать. К яйцам добавляем 200 грамм сахара и взбиваем миксером до посветления массы. Добавляем 100 мл подсолнечного масла без запаха и продолжаем взбивать. В яичную массу добавляем 150 грамм просеянной муки и 10 грамм разрыхлителя. Все перемешиваем до однородной массы. Тесто долго взбивать не нужно, только до объединения ингредиентов. Белое тесто готово, теперь приготовим коричневое. Для этого нам понадобится 20 грамм какао. Добавляем к нему половину белого теста. Все перемешиваем до однородной массы. Тесто получается достаточно густое, оно медленно стекает с ложки и на поверхности остается узор. Форму для выпекания застилаем пергаментной бумагой, либо используем разъемную форму, чтобы пирог легко можно было достать. Тесто поочередно выкладываем в форму. Сначала ложка темного, потом ложка светлого, либо можно по 2 ложки. Повторяем процедуру, как показано на видео, пока не закончится все тесто. Теперь приготовим меренгу, она у нас будет верхним слоем пирога. 3 яичных белка, которые отделили от желтков, взбиваем сначала на низких оборотах. Когда белки посветлеют, образуется так называемая пивная пенка. Добавляем ванильный сахар, 100 грамм сахара и 1 столовую ложку крахмала. Продолжаем взбивать и скорость миксера постепенно увеличиваем до максимума. До стойких пиков не обязательно взбивать, но масса должна быть достаточно густой. Яблоки я очистила и нарезала на небольшие кусочки. Выкладываем их сверху на тесто. Вместо яблок можно использовать любые фрукты и ягоды, даже замороженные. Сверху на яблоки выливаем меренгу и разравниваем. Выпекать будем в разогретой духовке до 180 градусов 30-40 минут. Ориентируйтесь по своей духовке и готовность пирога проверяйте деревянной шпажкой. При выпекании пирога 30 минут меренга будет мягкой и нежной. Если выпекать 40 минут, меренга будет хрустящей. Только имейте в виду, хрустящая меренга при нарезании сразу разломается. Но вкусно получается в любом случае. Пирог не только вкусный, он еще очень красивый в разрезе. Такой яблочный пирог с меренгой запросто можно готовить на праздничный стол. Большим преимуществом такого пирога есть то, что он трехслойный, а выпекается одним коржом, а также доступные продукты и незаморочливый процесс приготовления. Напоминаю, что все ингредиенты и пропорции будут указаны в описании под видео. Можно экспериментировать с разными фруктами и ягодами, и каждый раз это будет как пирог по новому рецепту. Если вам понравился рецепт такого пирога, поставьте лайк этому видео и подписывайтесь на мой канал, если еще не подписаны. Поделитесь в комментариях, с какими ягодами и фруктами вы любите готовить пироги. Мне будет очень интересно узнать ваши вкусовые предпочтения. Готовьте с удовольствием, приятного аппетита!